Всем привет, меня зовут Химит Пич, я художница и рада видеть вас на своем канале. Сегодня будет необычное видео для моего канала, потому что такие видеоролики я делаю очень редко. Буду отвечать на ваши вопросы, которые вы задали мне в инстаграме. Обзоры скетчбуков будут, мне есть чем вас порадовать, потому что у меня где-то завершено 3 скетчбука, так что в ближайшее время я обязательно вам их покажу. Но сейчас мне нужно идти в ваши вопросы. Я начну с самых первых. Имеет ли смысл указывать автора вопроса? Если да, то, пожалуйста, напишите это в комментариях. Если не имеет смысла, то тоже укажите это в комментариях. Эта рубрика не очень частая, но, возможно, есть какие-то принципиальные штуки, которые вы бы хотели, чтобы остались или добавились в эту рубрику. Так, давайте начнем. Так, как прийти к успеху? На самом деле это сложно понять этот вопрос, потому что для каждого человека успех это что-то свое, у каждого свои цели, поэтому, наверное, я бы сказала по-обычному, просто стремитесь к своей цели и делайте все возможное для того, чтобы ее реализовать и выполнить. Have to be a professional artist to have to start art as career. Короче, вопрос, как стать профессиональным художником и начать, грубо говоря, карьеру. Если начинать и говорить про себя, то у меня есть на канале видеоролик о том, как я рассказываю о себе и о своем небольшом пути, даже в 2 частях. Первая часть была создана еще 5 лет назад, если не ошибаюсь, когда я была максимально стеснительная, скованная на камеру. Но второе, более новое, и там я просто рассказываю о том, как у меня все произошло, как я начала рисовать именно профессионально. Сейчас расскажу коротко. Я всегда рисовала. В 16 лет я познакомилась в колледже, вроде 16, познакомилась в колледже с подружкой. Она заинтересовалась моими скетчбуками, искала, видимо, себе какое-то хобби, ну и в целом просто увлеклась рисованием, вдохновившись моими рисунками. Это, кстати, получается один из примеров из реальной жизни, когда мои рисунки кого-то вдохновили на то, чтобы рисовать. Получилось, что она интересовалась и хотела нарисовать комикс, и в целом я помогала ей с этим комиксом. Тогда я получила вроде как одни из первых денежек за рисование. В тот же момент я уже получала просьбы от каких-то подруг, однокурсников и вообще друзей, просьбы нарисовать портрет на заказ. И как-то так все закрутилось, началось, и так моя карьера началась. Я начала заниматься рисованием уже более серьезно, профессионально, и начала оттачивать навык в портрете. На данный момент я, кстати, не рисую на заказ, просто так говорю. Как быстро поднять уровень в рисовании? Мне кажется, если честно, когда начала я вот именно серьезно заниматься рисованием, четко появилась цель, я должна улучшить свои навыки, и тогда у меня была позиция много рисовать. То есть я рисовала просто очень много. Все свободное время вне колледжа я рисовала. Плюс мое свободное время, это я ходила в художку, рисовала всякие постановки, то есть в каком-то плане все равно оттачивала некоторые принципиальные навыки, которые нужны художнику. Когда вы рисуете всякие постановки и штуки с натуры, вы оттачиваете свой глазомер, и в целом просто у вас улучшается навык. Поэтому все, что я делала, это много рисовала и получала очень небольшую часть теории. Плюс портрет я изучала, грубо говоря, самостоятельно, то есть когда рисовала там с фотографии либо с человека, ты просто анализируешь. Все, что я делала для того, чтобы мой навык улучшился. И от этого я пришла к этому. Так что вывод: много рисовать и получать небольшими порциями какую-то информацию от других художников, возможно. Сейчас есть хорошая площадка, это YouTube, те же патреоны у художников, где вы можете посмотреть, как художник рисует, как он думает и как он ведет вообще процесс рисования от начала и до конца. Бесплатная информация. Просто смотрите спидпейнты, просто анализируйте то, как работает художник. Даже если типа у него нету каких-то курсов, но если у него есть видеоролики, это вам уже сильно очень поможет. И что касается, наверное, курсов, это было бы интересно. Возможно, будет вопрос насчет этого, потому что что-то такое помню. Но если что, я дополню, короче, в конце. Как лучше и быстрее улучшить уровень в анатомии? В общем-то, сейчас я учу в каком-то плане анатомии, но делаю это не торопясь, терпеливо и когда, типа, очень захочу. Потому что я делаю это для себя, для того, чтобы просто мои рисунки стали более логичными, более понятными для меня самой. То есть, когда ты рисуешь,
ты задаешься вопросом, какого черта эта линия здесь, почему она должна быть здесь. И когда ты изучаешь анатомию, ты получаешь ответы на свои вопросы. Чем я сейчас и занимаюсь, и заполняю свой анатомический скетчбук, где я использую разные книжки, пособия. Это могут быть и пособия других художников, которые рисуют и разбирают какие-то части. Это книжки, где может разбираться именно динамическая часть, как, наверное, это называется пластическая анатомия, как именно человек двигается, почему это работает именно так, что там взаимодействуется, и, наверное, в целом просто рисование с натуры, потому что это может закрепить то, что вы получили, грубо говоря, в теории. Я не знаю, в общем, просто много рисовать. Ответ один у художников — это много рисовать, и все. Много рисовать и чуть-чуть информации. А еще небольшая минутка саморекламы. У меня есть своя онлайн-книга по портрету для новичков. Поэтому, если вы не знаете, как рисовать, вы хотите научиться рисовать портреты, то, пожалуйста, переходите на мой сайт humidpeach.com и приобретайте мою книгу. Всем спасибо. Какие у тебя мысли по поводу конкуренции в соцсетях? Спрашивает меня Даша from Russia. Если честно, я об этом никогда не думала, и в последнее время я очень мало сижу в Инстаграме. Грубо говоря, я подписалась на тех людей, в основном художников специально, которые отличаются от меня, от моей стилистики, и просто любуюсь, вдохновляюсь, ну и все. Иногда, конечно, когда я долго очень сижу, то мне сложно начинает находиться в Инстаграме, когда очень большое количество художников много работ своих выставляет, я начинаю чувствовать то, что я как будто бы хуже них, и тогда в этот момент я выключаю Инстаграм и ничего не делаю. На самом деле иногда рисую, но чаще всего я просто начинаю заниматься какими-то более отвлеченными делами, потому что мне не нравится это ощущение. Я не знаю, возможно, это какая-то зависть, или, возможно, просто мне кажется, что я не выполнила какие-то свои, не знаю. А чем тебя привлекло рисование, почему не музыка или другие творческие направления? Не знаю, потому что я никогда не задавалась этим вопросом, и никогда у меня не стоял выбор музыка или рисование. Я изначально рисовала, и, грубо говоря, вся моя жизнь была вокруг рисования. Ну, то есть, типа, я всегда рисовала. Любое свободное время, на уроках, дома, не знаю, везде всегда рисовала, не пела. Петь я не умею. Думаю, это очевидно, почему я выбрала рисование. Если бы я умела петь, то я бы выбрала пение. Если бы я пошла тогда, а не оттягивала, например, поход а-ля в кружки по легкой атлетике, то, скорее всего, я бы сейчас была бы легкой атлеткой. Но я художница. Не буду говорить, я же худая. Но немножко есть жировая прослойка, которая образуется после 23 лет. Неприятно. Так, depression and art. Это очень интересная тема, и думаю, многие с ней сталкивались, типа арт-блоки всякие, просто нежелание рисовать, ну, пропал интерес к рисованию. Такое, если честно, у меня тоже случается, но чаще всего это случается просто потому, что у меня какое-то эмоциональное выгорание. Не всегда это связано с рисованием, бывают, конечно, моменты, когда я просто очень много рисую, и потом у меня просто нету энергии для того, чтобы создавать что-то новое. Вы должны все понимать, и если вы не понимаете, то я вам расскажу, что не бывает так, что человек всегда отдается на 100%. Бывает когда-то 90, 80, 50 и меньше, а бывает когда-то 110. И это всегда вот такие вот скачки. И это нормально. Поэтому если вдруг вы там каждый день рисовали и потом резко перехотели, сделайте перерыв, отдохните. Займитесь чем-то другим, погуляйте, пообщайтесь с друзьями. В общем-то, смените просто обстановку. Возможно, ничего серьезного, и это не арт-блок. Если у вас нет каких-то идей, то тут нужно работать над другим. Вы должны научиться не сковывать себя определенной тематикой. То есть, например, если вы привыкли рисовать портреты, то, скорее всего, вы умеете рисовать только портреты, особенно если вы с них именно начинали, то попробуйте уйти в другую зону некомфорта, грубо говоря. Если у вас всегда была какая-то идея, и вы хотели нарисовать, например, пейзаж, то нарисуйте пейзаж. В общем-то, попробуйте просто почувствовать, что вы хотите, но вы не делаете, потому что вам страшно. Вот и все. Если рассматривать арт-блок как, например, сильное выгорание, то, скорее всего, тут уже надо решать моменты с психологом, потому что у меня как такового выгорания нету. Чаще всего я делаю просто передышки, потому что именно физически
и ментально я, просто нет энергии для того, чтобы что-либо реализовывать. И действительно, это чаще всего происходит, когда ты очень много рисуешь или много думаешь над чем-то одним, и ты просто не знаю, ты скован, сам себя сковываешь тем, что погружен во что-то одно. Чаще всего это я не знаю, даже не помню на самом деле, что последнее у меня было, поэтому не буду приводить в пример из-за того, что не хочу делать как-то обман и придумывать сейчас на ходу. Но, в общем-то, когда у меня случается такое, я действительно просто начинаю заниматься чем-то другим, и потом через какое-то время я такая сажусь и думаю, все, я разучилась рисовать, я не умею рисовать, я не рисовала 100 лет. Потом просто я вот так смотрю на свою комнату и понимаю, что у меня рисунок, который лежит вот прям перед моими глазами. Прикольный, мне он нравится, который я нарисовала 2 дня назад. 2 дня назад. И я уже через 2 дня думаю, что я не умею рисовать. Как это возможно? В общем, я не знаю. Если именно про депрессию, то действительно это нужно решать проблему с психологом, понимать, почему у вас депрессия, потому что, скорее всего, это даже не связано с рисованием. Если у вас нет энергии для того, чтобы просто даже делать какие-то повседневные вещи, то, конечно, как вы дойдете до рисования. Потому что, мне кажется, эта вот стереотипная фигня, типа художник в страдании делает шедевры, это все чушь полная. Возможно, так и есть, да. Иногда художник выплескивает свои эмоции на холст, и получается что-то потрясающее. Но если вы хотите быть здоровым, счастливым человеком, то, скорее всего, такие проблемы нужно решать с докторами, врачами и так далее, чтобы вы чувствовали себя лучше, и, возможно, когда вы будете чувствовать себя лучше, вы сможете делать красивые рисунки намного чаще. Кто криво? Сиськи кривые какие-то. Так, короче, тут вопрос. How to figure out a price for a piece you have created? Если честно, я буду опираться только на свой опыт, вы можете делать это иначе. Я опиралась на рынок других художников. Я смотрела на цены других художников. Я заходила к художникам, на которых я подписана. Чаще всего это не всегда русские. Вот, и я смотрю, то есть, цену в долларах либо в евро. Я понимаю, что художник продал 10 на 10 сантиметров за $1000, либо выставил цену, да, не факт, что продал. Я делаю точно так же. Потому что я считаю это правильным, я не обрушиваю рынок своими маленькими ценами, типа, если бы я сделала цену $50 на каждый рисунок, скорее всего, бы их купили. Потому что в самом начале, когда у меня была низкая цена на сайте, один человек купил 5 рисунков оригиналов. Я дура, что так сделала. 5 рисунков купил, и вы понимаете, да, то есть, типа, человек смог позволить себе 5 рисунков, там, грубо говоря, по $100. И в этот момент я поняла, что цена слишком низкая. Так что просто анализируйте свою аудиторию, анализируйте рынок и выставляйте цену. Не нужно там, возможно, когда вы работаете только на русскую аудиторию, то, скорее всего, вы будете вынуждены ставить низкую цену, потому что я прошла это, я рисовала несколько лет на заказ только на русскую аудиторию и зарабатывала не очень много, потому что тебе платят 100 рублей и говорят еще кучу претензий. Как тут не быть депрессией, да, скажете вы? И она начиналась. Мотивация учиться рисовать, несмотря на неудачи. Если честно, перед вами живой пример. Каждый рисунок для меня это неудача. Очень часто я себя виню, упрекаю и унижаю свои рисунки. То есть, несмотря на все это, я продолжаю рисовать и уже больше 5 лет занимаюсь этим. Продвигаюсь в социальных сетях и так далее. Короче, не теряю эту надежду, не теряю позитив. Как вы спросите? Внутренний настрой. Внутренний настрой на то, чтобы не сдаваться. Внутренний настрой на то, что это цель моей жизни, грубо говоря, рисование. Потому что ничего больше я не умею, и мне действительно это нравится. И что мне делать, если не рисовать? В общем-то, я не знаю. У меня внутри есть эта мотивация. Мотивация развиваться, мотивация расти, мотивация просто, не знаю, стать лучшей версией себя. Возможно, какая-то погоня, не знаю, типа, я чувствую конкуренцию и хочу стать лучше, но на самом деле нет. Потому что
В самом начале, когда я вела социальные сети, там тот же Инстаграм, да, я чувствовала какую-то конкуренцию небольшую с некоторыми художниками, и для меня это просто было толчком, типа, повысить именно количество подписчиков, грубо говоря, и с тем же у меня поднимался и сам уровень рисования, то есть я улучшалась, пока у меня была вот это вот, не знаю, движение за цифрами. Сейчас я движусь за улучшением навыка, но уже я не привязана к этим цифрам. В общем-то, мне кажется, это просто твой настрой, и это зависит от человека, наверное. Скорее всего, вы можете себя воспитать, думать более позитивно, и, не знаю, постоянно давать себе какие-то пинки под зад, не знаю, просто у меня это получается. Как это работает с другими людьми, я не знаю. Возможно, вам нужен другой человек или вам нужно комьюнити, которое будет вам помогать решать какие-то вопросы, если у вас возникают они. Грубо говоря, мне кажется, у меня нет особых художников-друзей, есть там парочка, но это все находится типа в онлайн, и мне, конечно, не хватает именно социальных взаимодействий с людьми, потому что когда я была на арт-фестивале в Сочи, это было потрясающе, я была там, к сожалению, очень мало дней, но мне очень понравилось находиться там, просто общаться с людьми, и я просто познакомилась с людьми, с которыми была знакома онлайн, и это было просто круто. Они из этой же, грубо говоря, из этого же направления художественного, не обязательно, что это художники, просто это было классно найти людей, которые не рассуждают, как ты, и просто это интересно. Короче, находите друзей и общайтесь с ними, и я думаю, вам будет намного проще, если, типа, особенно у вас будет схожая специфика работы, то вам будет просто интереснее, не знаю. Может быть, такое было, но интересно послушать про отношение к высшему образованию. Давайте сначала скажу свое мнение о том, что я планирую сделать со своей жизнью, потому что многие спрашивают, собираюсь ли я учиться, получать высшее образование и так далее. Мне 23 года, я закончила учиться около 5 лет назад, если честно, я уже забываю эти даты, когда там закончила учиться. И честно, я получила экономическое образование, среднее, профессиональное, и пожив жизнь свободного человека, которому не нужно вставать рано утром, которому не нужно трепать нервы, я поняла, что я не хочу учиться. И я очень рада, что когда я поступала в университет на художественную специальность, я рада, что не поступила. Это искренне. Это искренне. Я счастлива, что я не сделала это. Объясню причину. Во-первых, свободная жизнь, она мне нравится. Мне нравится, что никто мной не командует, что я не трачу свои нервы на какую-то пустую чушь в каком-то плане, но, с другой стороны, я была бы рада, если бы поступила намного раньше, когда была бы ребенком еще, то есть если бы рассматривать меня как ребенка, то я бы хотела поступить в Академию искусства и изучить академизм, потому что я бы хотела просто потянуть навык анатомии человеческой и так далее для себя. Но дело в том, что я не хочу делать это в рамках университета. И по этой причине я не иду в университет, потому что мне просто не подходит эта система. И больше всего, наверное, она не подходит из-за того, что я слишком эмоциональный человек, и все для меня эти экзамены, какие-то сдачи, они мне приносят огромную боль. Я теряю очень много нервов, я очень нервничаю. Даже сейчас я представила, что я буду сдавать экзамен, и я занервничала, понимаете? Тем более сейчас у меня, как выяснилось, есть небольшие проблемы с тем же гормоном пролактин, который отвечает за тот же стресс. Короче, у меня есть какие-то гормональные проблемы сейчас, вот, и поэтому я сейчас пытаюсь максимально уйти от стресса, от каких-то стрессовых ситуаций, и мне кажется, у меня это получается, хотя иногда я не могу это контролировать, потому что все-таки это гормональные вещи, и ты не всегда в силах действительно держать всю жизнь под контролем, и свои эмоции тем более. Если бы это было в каких-то других... Если бы образование было на данный момент типа как онлайн-курсы, да, то есть ты не обязан особо ничего сдавать, но ты можешь получать информацию, ты можешь это, как сказать, тренировать, и ты можешь получать, грубо говоря, правки от учителя, то да, в такой бы системе я работала. Но, к сожалению, я понимаю, что в университет, если я приду, то я буду получать максимально негативные, скорее всего, штуки, которые мне будут не нравиться. В первую очередь это экзамены. И отношение людей, взрослых, к тому, как ты можешь относиться к жизни.
Я не знаю, как это объяснить, но, в общем-то, я думаю, все понимают, какие бывают учителя, и, скорее всего, некоторые сталкивались с тем, что учителя делают какие-то неприятные вещи, говорят какие-то неприятные вещи и так далее, и могут там оценивать вас неправильно, да, как вы можете подумать. В общем, вот таких вещей я не хочу видеть в своей жизни, поэтому я не пойду учиться на высшее образование. Вот и все. Я выберу самообучение. Очень много художников, особенно за границей, кто преподает то же самое, только в более легком формате, онлайн, или если типа вы находитесь за границей, то вы можете к ним перейти, то же самое в России, да. Как не терять мотивацию учиться рисовать? Если честно, если у вас есть какая-то цель, по крайней мере, у меня так было, когда у тебя есть определенная цель, ты идешь к ней, и там уже не важно, какие типа перед тобой стоят преграды. Ты просто пытаешься добиться того, что ты желаешь. Вот и все. Буду коротко отвечать на некоторые такие моменты, потому что могут быть попадаться однотипные вопросы, вот и все. Going to make another yearbook of your anatomy studies. Короче, планируешь ли ты создать другую книжку по рисованию? Да, сейчас у меня уже есть книжка по портрету, как рисовать портреты, она создана для новичков, потому что я понимаю, что многим ребятам не хватает именно каких-то базовых вещей, они не понимают, как художник рассуждает, потому что они никогда, например, не учились в той же художественной школе, и в целом они еще не начали свой путь самообразования и просто образования именно как художника. Вот, у меня есть книжка рисовать портрет, и в будущем я, конечно, планирую, у меня есть идея по книжке, связанной с акварелью, и по книжке, связанной с анатомией и скетчингом. Это у меня в планах, на данный момент просто я не в ресурсе, как это модно говорить, в общем, просто сейчас у меня действительно нет такого количества энергии, чтобы начать делать подобное. Когда я уже сделала одну книжку, я понимаю, что для этого нужно, и на данный момент я понимаю, что я не готова отдаться этому полностью. Потому что, к сожалению, я не могу так делать, типа 50 там, 50 тут, это моя проблема. Если я начинаю что-то делать, то я делаю только это. Вот, это моя проблема, я не знаю, как это ее решить, потому что каждый раз я просто начинаю, у меня внутри начинают просто какие-то, не знаю, бабочки летать в животе, это неприятное чувство, я скажу вам сразу, потому что я начинаю себя корить, что я не успеваю, или я делаю медленно, или я не могу отвлекаться на какие-то другие дела, потому что должна закончить именно это. И пока я не закончу конкретную вещь, я не могу начинать что-то новое. Возможно, у вас также бывает, я не знаю, напишите, кто такой же псих. Трудно ли учиться рисовать на графическом планшете? На самом деле, мой первый планшет это был просто Wacom, без экранника. Было немножко сложновато привыкнуть, но это заняло пару часов. Дальше было просто уже как-то, ну, типа, как с карандашом. Типа, ты взял и дальше рисуешь, и уже не задумываешься, сложно это или не сложно. Так что нет, это не сложно. Но, как человек, попробовавший Wacom, просто обычный графический планшет, экранный планшет, я вам советую покупать типа iPad, потому что, блин, это самое удобное. Тебе не нужен компьютер, не нужны какие-то провода, ты просто берешь планшет, у тебя там все уже есть. Я пользуюсь, если что, программой Procreate, когда рисую в планшете. А кистями, получила я пак кистей от Blue Satan. Если честно, я его уже попробовала, я не особо там что-то рисовала, просто пробовала сами кисти, и они действительно потрясающие. В будущем, скорее всего, я тоже выпущу видео про диджитал свои рисунки и покажу вам небольшие процессы, которые рисовала. Вот, у меня появились новые рисунки, так что ждите когда-нибудь, через год. Блин, я так извиняюсь перед вами, что делала мало контента, я бы хотела больше, но действительно не получается. Вот сегодня свободный день, и я сразу села за камеру и начинаю снимать для вас видеоролики. Я вижу английские вопросы, я просто такая пролистываю их, ищу русские, потому что там надо перевести, это занимает время. Привет, как ты относишься к копированию работ других художников с целью обучения? Положительно, ты можешь копировать и обучаться, действительно, это работает. Если тебе нравится стилистика одного художника, или ты не можешь понять, как он это делает, и хочешь сделать так же, грубо говоря, просто берешь и стараешься повторить. Я, когда начала читать мангу, мне очень нравится именно стилистика некоторых манг, как рисуют художники. Я брала пару рисунков и пыталась их повторить, для того, чтобы понять, как работать в диджитал, потому что я плохо рисую в диджитал в том плане, что у меня очень непоследовательная система, хотя, блин, что я обманываю? У меня непоследовательная система и в рисовании просто акварелью, хотя я рисую дофига лет, но типа по какого-то хрена я не могу для себя выработать что-то одно. Мне каждый раз становится скучно. Какого черта? Ну, типа,
Не должно становиться скучно, я просто пытаюсь для себя вырубить удобную штуку. Девочка, сделай это, и не будет у тебя проблем, которые у тебя есть сейчас. Вот, и я действительно просто повторяла рисунки других художников, и это помогает понять, как он работает, что нужно применить и так далее. Так что да, конечно, вы можете это делать, просто если вы это делаете и показываете на всеобщее обозрение потом этот рисунок, который скопировали, то, пожалуйста, просто укажите автора, напишите: я вдохновилась, я училась методом рисования, копирования у этого художника, и все, у вас не будет никогда проблем. Пить хочу. Так, интересный вопрос, давайте. Как ты относишься к тому, что некоторые начинающие художники копируют твой стиль? Если честно, я отношусь к этому позитивно, когда меня отмечают. В других ситуациях я понимаю, что просто человеку очень нравится моя стилистика, он, ну, знаете, там у меня есть... Раньше у меня было очень много рисунков там в скетчбуке маленьком, конкретно сфотографировала и так далее. Я вижу, что некоторые ребята повторяют эти рисунки, я вас вижу всех. Так что я вас все знаю. Но на самом деле я понимаю, что это просто прикольная тенденция. Жалко, конечно, что не всегда тебя отмечают, и не всегда человек готов признать, что он у тебя скопировал что-либо, что вдохновился твоими работами, и решил просто взять у тебя это и превратить все свое творчество вот в это, да. Грубо говоря, если я, нарисовав это, пошла дальше, изучаю что-то новое, пробую что-то новое и показываю другие результаты, то художник, который новичок или просто ему понравилась моя стилистика, он взял одно и это, просто говоря, внедрил в свое творчество и полностью продолжает как бы рисовать одно и то же. Утрирую, типа, одно и то же. Просто, типа, в одной стилистике, по одинаковому фоткаешь, одинаково рисуешь и так далее. Типа, короче, технику просто берешь и копируешь ее. Вот. Много иногда обидно, я понимаю, что человек вдохновился мной, но, типа, он не готов это признавать. Но и добиваться каких-то признаний я тоже не собираюсь. То есть я не собираюсь этих людей блокировать, если это, конечно, не откровенный плагиат, то есть не полная копия моего рисунка и так далее. Я ничего не делаю, потому что, в каком-то плане даже мне приятно, что эти люди я так понравилась, что они решили просто это копировать и показывать людям. Не знаю, мне кажется, это нормальная тенденция, просто таким образом, мне кажется, художники развиваются, комьюнити растет и так далее. Не знаю. Я не знаю, как этому оценивать, потому что, вдохновились, начали рисовать чуть-чуть похоже, да, иногда не чуть-чуть, конечно, но что я могу с этим сделать? Типа, сказать: перестань рисовать? Нет, мне на самом деле даже принципиально это не интересно. Хочешь — рисуй. Если он такой будет говорить: это я придумал, то, наверное, мне уже будет неприятно, объективно. Развитие соцсетей. Ответ такой устроит. Я не развиваю социальные сети, так, как вы привыкли думать и слышать от других возможных художников. Я просто рисую, просто публикую, просто общаюсь со своей аудиторией. Все, что я делаю. Не беру никаких реклам, возможно, редко у Фейсбука, какие-то заказываю в Инстаграме на некоторые посты. И то делаю это редко, потому что потом охваты падают. Очень грустно от этого, и поэтому не делаю потом рекламу. Ага. Тут, кстати, дополнительный вопрос к арт-блокам, как чувствую себя во время и после. Если честно, во время арт-блока чувствую себя, конечно, очень плохо, я начинаю считать себя каким-то неудачником, человеком, который ничего не добился, хотя, я добилась некоторых вещей, которые хотела, и все равно чувствую себя очень плохо. Но в какой-то момент, понимаете, я просто сама себе думаю, пытаюсь как-то, объяснить себе, что нет, ты добилась. Понимаете, самой себе доказать, что нет, я не говно. Вот, и рано или поздно просто прихожу к ответу, и после я чувствую себя очень вдохновленной, также замотивированной. Я вот думаю, какие-то признаки депрессии, потому что плюс-минус очень, резко грустно, резко очень позитивно. Наверное, это не очень хорошо. Возможно, какие-то проблемы, подскажите. Как на личном фронте. Я жената. Так. Expensive materials don't make you a better artist, but it can heighten your art. Давайте поговорим на такую сложную тему. Стоит ли тратить деньги на дорогие материалы? Я не думаю, есть ли смысл делать для отдельного видеоролика, поэтому отвечу здесь. Если честно, я считаю, что хорошие материалы иногда стоят дорого. И действительно стоит их покупать. Потому что, вспоминая себя, когда рисовала дешевыми материалами и потом резко перешла на более дорогие, я поняла, что я
не была плохой художницей, понимаете? Чаще всего очень дешевые материалы, которые вы можете очень легко купить за 100 рублей, например, бумагу для акварели, скорее всего, она вам испортит весь процесс рисования. Вы не будете получать удовольствие, вы будете просто сидеть и думать, да как это сделать лучше? Хотя возьми ты дорогую бумагу, тебе будет очень легко работать. Она не будет создавать тебе препятствий. Просто у тебя не будет возникать с ней конфликтов, как бы, междоусобиц, понимаете? Потому что, когда ты рисуешь на дорогой, хорошей бумаге, чаще всего она действительно дорогая, потому что дорогая, ты действительно не получаешь никаких проблем. Она там не скатывается, она не будет тебя стильно идти волной какой-то, которая будет тебе мешать рисовать. В целом она просто более стойка для того, чтобы рисовать на ней акварелью. Это касается акварельной бумаги. Дешевые карандаши тоже на самом деле не очень хорошие, чаще всего они плохо точатся, либо крошатся, либо царапают бумагу. То есть если смотреть именно вот так, то да, дешевые материалы чаще всего доставляют небольшие трудности, они не помогают тебе развиваться, потому что они могут создавать именно вот эти трудности, препятствия, которые тебе не доставляют никакого удовольствия. А рисование, все-таки давайте помнить, в первую очередь это удовольствие. Давайте рисовать в удовольствие, кайфовать. Угу. Поэтому я покупаю дорогие материалы чаще всего, это касается особенно акварельной бумаги. Остальные материалы, я покупаю материалы, потому что они красивые. Да. И мне, считайте, дарят бренды тоже красивые материалы, и мне очень приятно. Скоро, кстати, будет небольшой обзорчик и распаковочка подарков. Так что я еще их не получила, но, надеюсь, они скоро придут, и я вам похвастаюсь. Так, твой путь художника. На этот вопрос мы уже отвечали, так что просто смотрите мой видеоролик. Если вам не хватило ответа, то просто напишите. Возможно, в следующих видео просто буду побольше разгонять свои мысли и свое мнение рассказывать. Потому что я пока не понимаю, вы хотите коротко или чтобы я вам действительно прям там серенаду пела. Как ты пришла к тому, что тебе нравится рисовать портреты и людей? Честно, мне всегда нравилось рисовать людей. Вот и все. То есть, знаете, вот бывают люди, им нравится петь, например, там, в душе, или им нравится готовить. У всех свои какие-то такие предпочтения, и вот мое предпочтение изначально было люди. И как так получилось, что я просто начала их рисовать. Это интересно, это сложно, и все, у меня просто к этому есть тяга. Каково быть свободным художником в России? Тут есть 2 пунктика, очень важных. Нет, давайте один. Я просто подумала. Вы должны рисовать на международную аудиторию. И тогда вы действительно сможете быть свободным художником. Не знаю, по крайней мере, в моем случае так. Возможно, если вы хотите быть свободным художником или иначе фрилансером, то вам нужно просто работать в какой-то компании или, брать крупные заказы, типа там коммерческие именно, где платят большие деньги. Тогда, возможно, вы будете чувствовать себя более свободным художником, если не будете рисовать просто, типа, там, портреты на заказ. Но если вы рисуете портреты на заказ за очень дорого, то респект. Невоспринимание всерьез родителями рисования. Это нормально, если честно я вам скажу. Если так рассуждать и смотреть на вот моих родителей, на просто вот это поколение, да, 40+, то это все нормально, потому что моей бабушке не доказать, что высшее образование не важно, особенно если ты художник. Вот, возможно, она уже поняла, что это не важно, и я справляюсь без него как-то. Вот, но, к сожалению, наших родителей воспитали именно так. И такие профессии, как художник, они ни во что не ставятся, потому что наши родители еще не знакомы с новым миром, они не понимают, что сейчас не обязательно работать на заводе, сейчас не обязательно работать в большой компании, где ты будешь просто офисным клерком, и, кстати, будешь зарабатывать не так уж и много денег. В нашем мире возможно все. Ты можешь быть блогером, ты можешь снимать просто видеоролики, ты можешь снимать просто там бьюти-контент, ты можешь просто краситься на камеру и можешь зарабатывать деньги. То есть для наших родителей это еще непонятно, что такое возможно. Вы воспринимаете это как... не знаю, родители еще не готовы это принять. Вы можете на своем примере доказать, что это
иначе, что возможно все, да, вы можете стать классным художником и зарабатывать там деньги для того, чтобы, типа, прожить, заплатить за квартиру, покушать, и у вас еще останется там на путешествие и на какие-то развлечения, да. Просто докажите на своем примере, что вы это можете. Возможно, тогда родители поменяют свое мнение. Либо просто показывать им других художников, ну так, чуть-чуть, типа, ненавязчиво, показывать других людей, которые занимаются, например, не какой-то технической специальностью, да, а тех, кто занимается творчеством и кто зарабатывает на этом деньги. Возможно, тогда они поймут, что, кажется, мир изменился и можно зарабатывать на всем. Если так подумать, блин, давайте представим, сколько в мире у нас мошенников и обманщиков. Они тоже зарабатывают большие деньги. Что, они много сделали для этого? Они что, талантливые люди? Нет, они просто воры. Так, давайте дальше. У меня просто родители нормально воспринимали рисование, то, что типа всерьез, но у меня никогда не было такого, что, Ксюша, ты пойдешь там на экономическое. Я сама, как дура, пошла на экономическое. Сама сделала этот выбор. То есть у меня никогда не было таких требований каких-то от родителей, поэтому, наверное, я не скована в этом плане, и у меня нет таких проблем. Как вы справляетесь с синдромом самозванца, если он есть или был? Иногда бывает, знаете, из-за того, что как раз общество не воспринимает художников всерьез, по крайней мере, в самом начале, да, когда там начинала, когда была маленькой, это было типа а-ля клоунада какая-то. Ну да, было какое-то время синдром самозванца, возможно, сейчас есть, то есть, типа, иногда думаешь, я не заслуживаю того, что у меня есть, но это чаще всего навеяно именно не моими какими-то внутренними, да, побуждениями, что типа я резко начала так сама думать, а это навеяно тем, что другие люди мне это сказали, понимаете? Так что, нет, как если подумать, то у меня не было синдрома самозванца, не было бы его. Когда я начала набирать большую аудиторию в Инстаграме, то я действительно столкнулась с хейтом, и какое-то время у меня была сильная апатия, я там перестала даже делать посты в сторис, да, перестала появляться как-то в социальных сетях именно как личность, да. Стала только рисунки выкладывать. Было очень много хейта в мою сторону, как я так посмела рисовать не в реализме, не в академизме, и при этом получить 800 тысяч подписчиков. Будем утрировать, да? На тот момент у меня было там уже 150 тысяч. И даже к этой цифре, типа, ко мне пристали и начали говорить, что я не заслуживаю это, потому что у меня не стиль академизм. Логика. Я буквально буду смотреть любое твое видео, даже если это будет полчаса тишины. Гелимелон. Я не знаю, как они читаются. Что важнее рисовать? То, что нравится, или то, на что есть спрос? Твое мнение. Я считаю, нужно рисовать в первую очередь то, что тебе нравится, но при этом, если у вас есть какие-то финансовые трудности, то пытаться комбинировать это с тем, на что есть спрос. Ну, по крайней мере, я когда рисовала портреты, был спрос на портреты, и как-то все это, было рядышком. А если вы рисуете что-то другое... Короче, мне кажется, спрос всегда найдется на то, что вы делаете с любовью, понимаете? Как бы это ни заезженно звучало, так чаще всего и происходит. Немножко можете ориентироваться на рынок, на то, что нравится людям, и у вас это будет как-то само внедряться. По крайней мере, это у меня было так в самом начале. Хотелось бы, чтобы ты показала, как ты фотографируешь свои работы в инсту. Это выглядит так. Говно! Потому что на камере все выглядит говно. В реальной жизни это все выглядит, конечно, намного лучше. И в последнее время я не очень люблю фотографировать рисунки, потому что сильно искажается, понимаете? Как научиться рисовать из головы, придумать свое? Обширная тема. Что нужно сделать для этого? Я вам отвечу. Изучите анатомию. Дофига рисовать до этого с фотографий, с натуры. Будем, да, реалистами, будем рассматривать наш мир современный. Не буду говорить только с натуры, да, поэтому я затрагиваю фотографии. Просто рисовать то, что видите, и постепенно вы можете уже подходить к тому, чтобы рисовать какие-то маленькие детали из головы. Например, вы же рисовали куб, вы сможете нарисовать его теперь из головы. То есть сначала вы рисуете из того, что реально есть, потом вы пытаетесь нарисовать это без референса. На данный момент, вот, если у меня какие-то рисунки, которые здесь, без референса, скорее всего, здесь нет, потому что я все новые рисунки убираю подальше, чтобы глаза мои их не видели. Чаще всего подобные рисунки вы можете у меня видеть в скетчбуках именно. Там я как раз-таки чаще всего рисую из головы какие-то выдуманных персонажей и так далее. Но я беру сюда за основу референс. То есть, если я не знаю, как вот эта поза, да, примерно в голове я ее вижу, я не знаю, как она будет, действительно, по факту выглядеть, то я фотографирую либо себя в этой позе, либо ищу фотографию, похожую на это. Вот и все. То есть, типа, мне нужен пример для того, чтобы в первый раз нарисовать что-то конкретное.
когда ты уже это нарисовал, ты можешь это сделать потом уже самостоятельно, без референсов. То есть, типа, в самых началах тебе нужны референсы для того, чтобы ты смог понять, как это действительно выглядит. Когда ты поймешь это, ты сможешь сделать это самостоятельно из головы. То есть, типа, надо положить сначала сюда, а потом ты уже сможешь оттуда вынуть и нарисовать. Кстати, тут еще очень много вопросов про материалы, типа дорогие, дешевые. И хочу сказать такую смешную вещь, что когда я покупаю дорогой материал, например, я купила какие-то масляные мелки, очень дорогие, я не могу ими рисовать, потому что если я их потрачу, мне жаба задавит. Вот, и я до сих пор борюсь с этой мыслью. Я покупаю часто дорогие какие-то наборы, и мне жалко их использовать, понимаете? Я не хочу потом покупать их снова. Хотя надо, наверное, зарабатывать так много денег, чтобы ты, типа, такой потратил, и было вообще без проблем. Сейчас, когда я покупаю такие материалы дорогие, я так... Я не буду тебя трогать. Ты останешься для моих детей. Мои внуки должны тебя увидеть. Ну, типа, я не знаю, как это работает. Хотелось бы послушать о покрасе волос. Ну, мои волосы сейчас мокрые. К сожалению, у меня кудрявые волосы, я не могу с ними сделать то, что хочу. Вот. Но я крашу сейчас краской Iro Iro. Это такой прямой краситель, поэтому у меня часто вымывается цвет очень быстро, и я просто покупаю новый оттенок и крашу волосы. Пока у меня эти... часть высветлена, как видите, вот там корни уже отросли. Вот, и что я хотела сказать. Я пожалела, что покрасила волосы в синий, потому что мне теперь придется всегда красить волосы в какой-то темный цвет. До этого у меня были розовые волосы, красилась я Matrix, Bubblegum был цвет, очень красивый цвет, вот фотография была сделана почти сразу после покраски, и он вымылся в потрясающую чистую базу. У меня был просто блонд, чистый блонд. Покрасила волосы в синий, не подумав о том, что это самые стойкие цвета. И, в общем-то, я немножко пожалела, потому что сейчас я не смогу сделать тот же нежно-розовый оттенок или какой-то другой нежный цвет, потому что у меня синие волосы, и теперь они будут всегда синие. Курс или как повышать скилл. Честно скажу, все курсы, которые я проходила, такая скукотища. Мне было так скучно, потому что в самом начале, типа, там всегда все для новичков. И когда ты уже не новичок и рисуешь 5 лет портреты, и ты решил поднять уровень портретов, тебе становится так скучно в самом начале, и тебе очень сложно дойти до конца. В общем-то, я проходила курс недавно, я тоже не дошла до конца, потому что в самом начале я устала так за несколько уроков. Ну, там, я почти дошла до конца, то есть мне остался там один, грубо говоря, блок. Я его не прошла, потому что до этого я все 6 блоков уставала. Уставала от скуки, потому что сложно рисовать то, что ты уже знаешь. Конечно, там я типа старалась, делала максимум, как я могла, тратила на это много времени. Не хочу рисовать, ненавижу рисование. В общем, так что у меня с курсами пока вообще не ладится. Вы каждый день рисуете, где продаете картины? Я рисую не всегда каждый день. Да, бывают такие моменты, когда у меня там очень такой заплыв, и я рисую каждый день на протяжении долгого времени, да, там могу чуть ли... Ну, раньше я рисовала вообще там чуть ли не год, 2-3, я рисовала почти каждый день. То есть реально у меня не было почти перерывов в рисовании. Сейчас же у меня вот там есть там неделя перерыва, пару дней перерыва, то есть вот так вот. Сейчас я чаще всего отдыхаю и пытаюсь заниматься чем-то другим. Играть в игры на компьютере. А где продаются картины? У меня есть свой веб-сайт humidpeach.com, и там я продаю свои рисунки, продаю свою онлайн-книгу. В общем-то, все, что я продаю, там можно найти. Какие у вас любимые книги, которые способствуют творческому развитию? Ну, таких, наверное, особо нету. Типа, сколько лет училась на художника? Интересный вопрос, и давайте на нем закончим, потому что я уже час разговариваю. Люди, художники, все, кто смотрит мой канал, художники учатся всю жизнь. Нет такого, что ты можешь остановиться и резко все, я научился. Такого нету. За год я потянула всякую теоретическую часть, и дальше я просто уже пыталась оттачивать свой навык, при этом я искала свою стилистику. То есть я не стремилась к таковому суперреализму и так далее. Вот, поэтому художники учатся всю жизнь. Все. Всем спасибо. Я была рада, что вы посмотрели это видео. И если у вас есть что дополнить или есть какие-то вопросы, то, пожалуйста, спрашивайте меня в комментариях. Так что всем пока, рада была вас видеть. Надеюсь, мы увидимся с вами скоро, и я буду почаще снимать ролики. Если так звезды сойдутся, понятно, то буду снимать.
Я просто люблю читать ваши комментарии, потому что в последнее время вы такие миленькие. И, не знаю, просто когда чувствуешь, что ты кому-то нужен, и твои видеоролики ждут, то снимать хочется чаще, конечно. Вот. Всем пока.